21 ряд. Оранжевый цвет мы должны протянуть в левую сторону. Так, и должны голубую перекрутить. Вот так. Теперь голубую надо убрать на место. 7 желтых. Семь бордо. Четыре желтых. И вот где 4 желтых, 1, 2, 3, 4, центральная. Так, соединили и сразу оранжевую подтяните, но сильно не затягивайте. Бордо тянем до третьего столбика. Двадцать второй ряд. Я крючок поменяла, номер тот же, но другого качества. Тот что-то стал скрипеть. Так, значит, 22 ряд. 5 желтых. С голубой нужно перекрутить ниткой. Семь бордо. Семь желтых. Бордо протягиваем и ставим над вторым желтым.
23 ряд. 3 желтых. Пять бордо. 10 желтых. Одна петля оранжевая. Закрываем желтым, а оранжевую ставим над первым желтым столбиком. Бордо устанавливаем над первым желтым. Так, 24 ряд. Добавляем одну желтую. Три петли бордо. Двенадцать желтых. Две оранжевые. Вот две оранжевых, центральная желтая. Оранжевую устанавливаем над вторым столбиком. Бордовую устанавливаем над желтым столбиком. Двадцать пятый ряд. Одна петля желтая. Две петли бордо. И голубую мы должны убрать в сторону. Две бордо. 12 желтых.
3 оранжевых, одна петля желтая, вот 3 оранжевых, одна желтая, одна центральная желтая. Оранжевую устанавливаем над 3-м столбиком. Двадцать шестой ряд. 2 петли бордовым цветом, бордо отставляем, голубой цвет тянем в левую сторону, 10 желтых, пять оранжевых, оранжевый отставляем, 2 петли желтым, и вот где 2 желтых и одна голубая петля, с обратной стороны соединяем. И вот теперь голубой цвет раскручиваем. Поднимаем оранжевый. Оранжевый ставим над 4-м столбиком.
Так, проверьте натяжение голубого, но сильно не затягивайте. 27 ряд. 1 петля бордо, 7 желтых, 7 оранжевых, 3 желтых, 1 петля голубого цвета. Вот где 2 петли. Соединили. И должны голубой цвет протянуть и поставить над первым столбиком. Голубой отставляем. Оранжевый протягиваем и ставим над третьим столбиком. Двадцать 28 ряд. Бордовый убираем. 4 желтых. 7 оранжевых. 5 желтых. 2 петли голубого цвета. Вот здесь 2 петли, это центральная, здесь 2 петли. То есть в этом ряду 5 петель. Закрываем ряд до конца. Так, закончили мы с вами узор. Значит, далее вяжете вверх на определенную длину, которая вам нужна. Затем опять набираете количество петель 19. Вот здесь у вас вторая часть, 19 петель. Вот вы ее сюда наберете. Потом опять у вас пойдет первая часть, 19 петель тоже. Давайте я еще раз вам теперь уже схематично расскажу про эти части. Первую часть мы вязали на 20 тунисских столбиках. Вот. Первая часть 20 тунисских столбиков.
Вторую часть. Вторая часть. 19 тунисских столбиков. Затем у нас идет опять первая часть, которую я сейчас вам показала. Но на 19 столбиках тунисских. Почему на 19, а не на 20 столбиках? Потому что мы вот этот ряд убрали. Дальше вы вяжете опять. Вторую часть, 19. Первую часть, 19. То есть вы повторяете вот эту и эту. А эту вы вяжете только один раз в самом начале. Вот. И там дальше вы вяжете на ту ширину, которая вам необходима. Когда вы свяжете на определенную высоту, которая вам необходима, и выберите, какой пряжей, каким цветом вы будете делать обвязку. Значит, я делала обвязку вот этим бордовым цветом. Значит, я ее оставляю, а эти нитки я отрезаю. Все. Вот я оставила этот цвет. Затем взяла крючок 2 миллиметра. И обвязывала столбиками без накида. Доходила до угла и сюда вязала в угол 3 столбика без накида, чтобы скругление пошло. Сейчас я немножко провяжу, покажу еще один момент. После того, как я по периметру обвязала столбиками без накида, я показываю, как я вяжу, а вы уже там выбирайте, кому как нравится. Одна воздушная, повернулась и вязала соединительными петлями или соединительными столбиками по изнаночной стороне. Так, дохожу до угла и сюда в угол тоже вяжу. 1, 2, 3. И дальше. То есть у меня эта боковина уже обвязана вот одним рядом. И потом уже второй ряд. И вот так получалось. Так, ну и теперь сделаем сравнение. Вот образец. Место соединения на образце. Место соединения полос на готовом изделии у меня.
Я считаю, что вот такое соединение намного интереснее, аккуратнее. Единственное, что где соединяются полосы, видите, немного выпукло. Но я считаю, это не критично. Лучше соединять вот таким методом. Теперь я вам расскажу, как я соединяла изделие со вспененным ПВХ. Значит, ПВХ кладем вот таким образом, как он и должен лежать. Здесь плоская сторона, а здесь рисунок. Значит, вот так должен лежать этот ПВХ. Так, значит, выровняли. Обвязку сделали, какую вы хотели. Либо такую, как я вам показывала. Вот, как я делала. Завожу сюда крючок. Так, петлю. И провязываем. Так, теперь вот сюда и в первое отверстие. Столбик без накида. Следующую петлю провязываю свободно, не прикрепляю. А дальше уже в отверстие. Опять свободно провязываем. Затем в отверстие. Свободно. И в отверстие. Вот таким методом я сшивала, соединяла. Значит, что хочу сказать. Вы, когда постираете, растянете там или как просто разложите, вы сначала соедините. Посмотрите, как он у вас ляжет. Чтобы не фалдило нигде. И только когда у вас все совпадет, все будет ровно, только после этого обрезаете полоски лишние. Так, затем, значит, вы до конца сшиваете. Ну, я уже не буду сшивать. Вот, допустим, вы провязали до конца. Как обычно, в угол вяжете 3 столбика, 1, 2, 3, и переходите к боковой части. И здесь я уже так, каждую петлю соединяла в отверстие. Столбиками без накида. Каждую петлю.
Вот, и будет все нормально. Что хочу сказать. Когда вы закончите обвязку, нитки, вот эти хвосты, уберите где-нибудь вот сюда и завяжите. Для чего? Это на тот случай, если когда-то испортится вот эта подложка, вы можете нитки развязать, распустить обвязку и заново установить новую подложку и опять обвязать. Ну, я не говорю, что именно такую. Может быть, какая-то другая будет подложка. Ну, по крайней мере, можно будет распустить обвязку. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.